Российские новости, как всегда, мало кого могут оставить равнодушным. Верховный суд признал международное движение. Верховный суд, это, я так понимаю, прямая ассоциация с председателем Верховного суда Красновым. Я не говорю, что он здесь присутствовал, но Верховный суд и ассоциация с Красновым, который добился справедливости, наконец, по делу Ларисы Долиной. Следующая новость будет как раз о схеме, бабушкина схема называется, мошенническая схема Долиной. Это следующая новость, не пропустите, не забудьте подписаться. Здесь же ситуация такая. Верховный суд признал международное движение «Мемориал» экстремистской организацией. Верховный суд удовлетворил иск Минюста и запретил деятельность международного общественного движения «Мемориал» на территории России. Об этом сообщают РИА Новости. Адвокат Леонида Соловьева, представлявшего интересы «Мемориала», не допустили к участию в судебном процессе и удалили из зала суда. Как же без адвоката, как можно было продолжать? Я, кстати, не знаю, вот этот момент вроде как этого нельзя делать или нет. Заседание проходило в закрытом режиме, без адвоката. Замечательно. Я просто, кто юристы, пишите, мне тут уже становится любопытно. Я просто слышал о таких методиках адвокатов, которые теряются, у них, допустим, мало аргументов, они устраивают скандал, чтобы их вывели, такое может быть. Но тогда приостанавливается дело, то есть как без адвоката-то? Это, в общем, я не знаю, тут любопытный момент. Мемориал был признан инагентом, а в конце 2016 года он был ликвидирован по решению Мосгорсуда. Основанием стало обвинение в нарушении закона об инагентах и оправдании всяких страшных веществ. В феврале 2026 года Международную ассоциацию «Мемориал» внесли в реестр нежелательных организаций. Но они не желают. Я считаю, референдум надо провести. Может, народ тоже не желает. Может быть, не только кто-то там, может, да, в России больше, чем 3 человека живет. Да? Если больше, то если 4, тогда референдум. Но это мое мнение, опять же, здесь вопрос юридический, могу что-то я где-то и на эмоции выводить, не судите строго. В 2022 году российский мемориал стал лауреатом Нобелевской премии мира. Это, конечно же, возмутительно и омерзительно, конечно же, скорее закрыть. Что ж такое-то, премия мира, завтра заставите нас что, людей любить, что ли? Да? Извините, без юморка не удержался. В любом случае, пишите, что думаете. Мемориал, он все-таки вроде как правозащитный. Давайте так, даже если кто-то поддерживает решение властей, обязательно приведите, я, кстати, кроме шуток, я могу чего-то не знать, приведите пример, чем они так вредны. Больше того, если слово на «т» используется, значит, они совершали какие-то акты адского насилия с политическими целями, то есть у них, значит, были какие-то политические цели. Какие? То есть были ли у них амбиции, кто-то из них баллотировался, может, в политику. Меня не интересует то, что какой-то политик считает что-то полезным, что-то злым. Это любой политик так считает. Нет, ТЭР – это когда ты что-то делаешь, там, запугиваешь, там, или какие-то вообще страшные ужасы устраиваешь в отношении мирного населения с целью добиться каких-то своих политических выгод. То есть мемориал что-то такое делал? Мне вообще он казался каким-то таким нежно-наивно беззубым. Что-то вроде либералов, да, то есть романтики. Или нет? Вот, кстати, не знаю. Напишите, кто знает, и увидимся в следующих новостях. Как-то не отследил, честно говоря, моя вина, наверное, но новость важная. Так что дополняйте.